Такая печальная и в то же время добрая история произошла с Кейси Андерсоном. Этот путешественник, натуралист, исследовал природу дикой Аляски и обнаружил тело мертвой медведицы. Он уже хотел обойти ее стороной, но вдруг услышал писки и визги, доносившиеся из-за туши медведицы. Подойдя поближе, он увидел двух маленьких медвежат, которые пытались поближе прижаться к своей маме, не понимая, что она больше не встанет. Как-то во время экспедиции по Аляске натуралист Кейси Андерсон, исследуя природу, наткнулся на мертвую медведицу, около которой лежали двое маленьких медвежат. Самостоятельно в дикой природе они бы не выжили. Поэтому Кейси пожалел зверят и, поскольку с детства учился премудростям дрессировщика и имел дело как с большими животными, так и с их детенышами, решил забрать их с собой. Он вознамерился выходить и воспитать маленьких медвежат. К сожалению, одного малыша выходить не получилось, так как он был слишком слаб и болен. Зато второй рос удивительно крепким и здоровым, радуя и удивляя семью Андерсонов. Медвежонок получил кличку Брут. В скором времени он стал не только любимцем, но и полноправным членом семьи. Глядя на Кейси и Брута, видно, что им хорошо вместе и что более крепкой дружбы не придумать. Брут обожает лакомиться всякими вкусностями. Натуралист и медведь настолько дружны, что Брут даже побывал в роли свидетеля на свадьбе Кейси. Молодая жена после таких страстных поцелуев может и приревновать своего мужа к медведю. Какой семейный праздник не обходится без семьи в ее полном составе? День рождения Брута отмечался с большим воздушным шаром в виде любимого лакомства лосося. Ну и, конечно, именинный торт. Вот оно истинное единение человека и природы. Дай 5. Кейси и Брут не просто друзья, но родственные души. Найденные возле мертвой медведицы медвежата стали цирковыми артистами. Первыми их выступления смогут увидеть красноярские зрители. За судьбу 3 медвежат, найденных в сибирской тайге возле мертвой медведицы, можно не переживать. Они стали артистами. Очень скоро мы сможем увидеть их на арене красноярского цирка. Ну а вообще медвежат было 4. Что стало еще с одним? Об этом чуть позже. Напомним, мишки осиротели в апреле этого года по вине браконьеров. Обычно в это время бурые медвежата находятся под боком матери. Но именно в этот период семейство наиболее уязвимо. Берлоги с медвежатами часто становятся желанным объектом для охотников. Медведицу выманивают на улицу с помощью шеста, убивают, а малыши остаются одни. Они обречены на голодную смерть, ведь к самостоятельной жизни эти крохи совершенно не приспособлены. Год они должны провести возле мамы, чтобы чему-то научиться. Так случилось и с этими медвежатами. Охотник из Козульки Алексей Капошка наткнулся на молодую убитую медведицу в начале апреля. Браконьеры забрали мясо, сало, желчь, отрезали лапы. И вдруг собака Алексея начала кидаться на берлогу. Подошел, посветил фонариком, медвежата крошечные совсем, собрались в кучу и хрюкают, как поросята. «Я сначала думал, там 2 медвежонка», — рассказал Алексей. «Давай доставать». Одного тянул другого. И тут, оказывается, их 4. Сам поразился. Даже 3 медвежат у одной самки – это огромная редкость. А 4 вообще уникальный случай. 3 девочки и 1 мальчик. Привез домой, накормил из бутылочки и давай думать, что дальше делать. Это сейчас сиротки плюшевые малыши, а как вырастут, превратятся в 4 грозных хищников. И вспомнил, показывали по телевизору, как брошенных животных из цирка Шапито приютил конный клуб «Храброе сердце». Позвонил, объяснил ситуацию, ему сказали «везите». И начался в жизни медвежат новый этап. Мохнатым постояльцам сколотили клетку. Самая слабенькая медведица вскоре зачихала, закашляла. Ее пришлось отделить. Малышку временно отдали на передержку женщине из Березовки. Она, опытная в этом вопросе, обещала выходить медвежонка, а когда окрепнет, вернуть. Остались 3 братик и 2 сестренки. С каждым днем они становились все активнее. Сначала их поили молоком из бутылочки, потом перевели на кашки, пшеничную, манную, овсяную. Малыши все больше привязывались к людям, нужно было срочно что-то решать. Велись переговоры с питомником для медвежат из Тверской области. Там с 1990 года доращивают медвежат-сирот, чтобы потом выпустить в дикую природу. 2 авиакомпании вызвались совершенно бесплатно доставить сироток до питомника и даже предоставить клетки.
Казалось бы, все складывается удачно. Но подготовка документов заняла слишком много времени. Медведей можно было бы социализировать в дикую природу, но при условии контакт с людьми не более 2 недель, рассказала Валентина Бобрик, директор конного клуба «Храброе сердце». А наши медвежата с рук едят, на медведей уже мало похожи, больше на котят. Поэтому параллельно вели переговоры с Росгосцирком. Так получилось, что репортаж о сиротках-медвежатах увидела Алия Такшантова. Это артистка цирка, дочь знаменитой дрессировщицы, заслуженной артистки России Надежды Такшантовой. В тот момент она находилась на гастролях в Кемерово. Их труппа как раз нуждалась в медвежатах. Ведь их циркачам, медведям уже около 27 лет, и им пора на пенсию. Алия Такшантова созвонилась с конным клубом. Уже на следующий день поехала за малышами. Всех троих посадили в одну клетку, чтобы не напугать, и повезли в грузовой «Газели» в Кемерово. 8 часов пути. А спустя 2 дня стало известно, что следующие выступления состоятся в Красноярске. На свои первые гастроли в родной город медвежата ехали уже, как настоящие цирковые артисты в фурах, и каждый в своей клетке. Сейчас малыши готовятся к своим первым выступлениям. И, кстати, сейчас они не просто 3 медведя, а Юля, Лиза и Потап. Мы с 10 июня будем работать в Красноярске, рассказала «Комсомольской правде» Красноярск Алия Такшантова. С медвежатами мы пока не репетируем, еще рано. Пока приучаем их к ошейникам, они только-только запомнили свои имена. Я с ними провожу много часов, в дневную кормежку играем много. Надеемся, что за 1,5 месяца, пока мы здесь, малыши научатся выходить на манеж под нужную команду. А вот судьба 4-го медвежонка складывается пока не очень удачно. Женщина, которая выхаживала малышку, сначала обещала привезти малышку в цирк сама. Потом перестала отвечать на звонки. Что будет с медведицей, пока сказать сложно. Мы очень расстроены, что не привезли 4-го медвежонка, говорит Алия. По всей видимости, она решила оставить его себе. Сейчас такой период, когда медвежонок осознает, кто его мать. И даже если эта женщина сейчас отдаст нам его, то, возможно, будут укусы, агрессия. Поэтому уже не идет речь о его передаче нам. Мы ведь не знаем уже, какой это малыш, его характер. Часто бывает, что когда малыши плюшевые с ними играются, а потом, когда они вырастают в медведей, их просто выбрасывают. Пусть это будет на ее совести. Мы будем следить за судьбой всех 4 медвежат. Постараемся связаться с женщиной из Березовки, приютившей самую крохотную малышку. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.